Как выглядит самая старая рыба в мире? Возможно ли разглядеть самую маленькую рыбу? И сколько десятков метров в длину достигает самая длинная рыбеха в мире? Усаживайтесь поудобнее. Сейчас все увидите и узнаете. Самая длинная рыба. Длиннее списка ваших невыполненных дел может быть только эта рыба. Ведь длина сельдяного короля может достигать 11 метров, а его масса при этом 272 килограмма. Сельдяным его обозвали из-за того, что он любит тусоваться в косяках сельди, а вот корона на голове – это просто длинные спинные плавники. Такой необычный вид рыбехи послужил рождению легенды о морском змее с лошадиной гривой. Но бедняжке с такими габаритами трудно передвигаться, как обычным рыбам, поэтому они, подобно планктону, задирают голову вверх в вертикальном положении и поддаются течению. Но при необходимости могут и быстро двигаться, волнообразно изгибая свое тело. Но если вы уже задумали сварить из него уху на весь мир, то вынуждена вас огорчить. Даже животные, в общем-то, не хотят его есть, да и для человека его мясо не особо съедобно. Но некоторые смельчаки все-таки умудряются продавать их на рынках. Если что, ищите его в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Самая прожорливая рыба. Прожорливее котиков и нас во время ночного дожора может быть только мешкоглот. Казалось бы, эта мелочь пузатая с максимальной длиной тела 25 сантиметров должна охотиться на каких-нибудь мелких рачков и планктона. Но нет, они способны проглатывать добычу, превышающую их самих в 10 раз. При этом их рот и брюхо способны сильно растягиваться. А чтобы жертва не вздумала брыкаться, вся их пасть усеяна клиновидными зубами. Нет, она не разрывает добычу на куски, а именно проглатывает целиком. Но перед этим она кусает ее за область головы и жабр до тех пор, пока та не перестанет сопротивляться. Обитает эта рыбка в темных толщах воды на глубине 2,5 километров, отчего ее зрение практически полностью отсутствует. Обитая на такой глубине, она остается относительно защищенной от крупных хищников, обитающих выше. Да и черная окраска тела, из-за которой она становится практически невидимой, играет важную роль. Но очень часто эта рыба съедает слишком большую добычу и становится жертвой своей жадности. Еда просто не успевает перевариться и, разлагаясь, начинает выделять газы, которые заставляют тело живоглота подняться вверх. А из-за непривычного давления рыба просто не выживает на поверхности. Самая глубоководная рыба. В глубоком-глубоком океане была глубокая-глубокая впадина. В этой глубокой впадине жили странные-престранные рыбы. И глубже всех этих странных-престранных рыб был морской глубоководный слизень. Его задница настолько не имется на поверхности, что он выбрал жизнь на глубине 8000 метров. Их тело наполнено антифризом, который позволяет им выдержать давление 800 раз сильнее атмосферного. И при этом они чертовски живучие, ведь ареал их обитания шире любого другого вида рыб. И включает этот дружок в себя аж 30 родов и более 300 видов. А обнаглели они до высшей степени, ведь их размножение делится на два странных способа. В первом случае они делают кладки икры прямо у себя во рту, затем буквально высиживая мальков. А во втором случае они не утруждают себя и откладывают личинки прямо в жабры крабов. Правда, это может привести к некрозу жаберных тканей и смерти такой няньки краба. Но слизней это абсолютно не волнует. А еды у них хватает, ведь они съедают любую мертвую падаль, становясь санитарами океана. А по своей структуре это словно большие головастики, а их размеры варьируются от 5 сантиметров до полуметра. А самые крупные вообще способны собираться в косяки и устраивать геноцид ракообразных и червей. Чтобы противостоять давлению 800 раз сильнее атмосферного, рыбы имеют такое же давление внутри, поэтому на поверхности глубоководные слизни просто взрываются, из-за чего изучать их крайне трудно. Самая ядовитая рыба. Что, боитесь уколов? А как насчет укола, который за считанные минуты приводит к шоку, параличу и отмиранию тканей? Такое произойдет, если вы случайно наступите на рыбу-камень или же бородавчатку. Это самая ядовитая рыба в мире, а во всем виноваты ее пропитанные токсином колючки, способные даже проколоть обувь человека. А если колючка попадет в крупный кровеносный сосуд, то смерть может наступить через 2 часа. Ну, а если человек выживет, то после этого может еще болеть месяцами. А если эту рыбку не трогать, то она тихо, мирно замаскируется среди камней и будет охотиться на мелкую рыбешку. А тусить она любит среди коралловых рифов Тихого и Индийского океанов, так что будьте осторожны там. Самая маленькая рыба.
У-тю-тю, вы только посмотрите на эту малышку. Эта кроха носит латинское название Pedakipris и достигает максимальной длины всего лишь 10,5 мм, а самая маленькая едва дотягивает до 8. Рассмотреть их под лупой можно в Юго-Восточной Азии. Но выбрали они для выживания не какой-то ручеек или озеро, а глубокие кислотные болота. По кислотности они превышают даже лимонный сок и уксус, но при этом они весьма чувствительны к температуре, и даже малейшие изменения климата могут привести к их гибели. Вообще, название главной крохи рыбьего мира с ней могут посоревноваться только самцы рыбоудильщика, длина которых может достигать вообще каких-то 6,5 мм. Но зато самки удильщика крупнее их раз в 100, о чем я расскажу позже. А у малышек Pedakipris тем временем и мальчики, и девочки очень маленькие. Ой, мама, да за что их так обозвали? Оказывается, поэдос по-гречески означает «дети», а киприс переводится как «Венера» и является распространенным суффиксом для карповых. Вот такие педокиприсы существуют в нашем мире. Самая большая пресноводная рыба. Ну, про самую маленькую пресноводную рыбку я рассказала, пришло время рассказать и про самую большую. Максимальная длина шильбового сома достигает 3 метров, а вес 350 килограмм. И это просто невероятная вкуснятина. Поймать ее можно в озере Бунг-Самлен в Бангкоке. Если посчастливится, то можно словить и 140-килограммовую малышку. Но не злоупотребляйте ловлей, ведь за последние 20 лет их популяция сократилась аж на 80%. Разумеется, их уже занесли в Красную книгу. К тому же, я не зря назвала определенное озеро, ведь в других местах ее обитания вылов запрещен. Вообще, название самой большой пресноводной рыбы могла бы претендовать белуга, но это морская рыба, которая заплывает в реки только во время нереста. Самая тонкая рыба в мире. О, ну наконец, замена ниткам нашлась. И нет, нитехвостый угорь – это не глист. Просто этот милашка так выглядит, а его челюсти, усаженные мелкими зубами, вообще напоминают клюв птицы. Но при достижении половой зрелости все их зубки выпадают. При длине тела в 1,5 метра его ширина составляет не более 2 сантиметров. Но не советую встречаться с ним в реальности, а то они со своей миловидной внешностью, зависнув среди водорослей в засаде, могут не на шутку испугать. Но не бойтесь, им интереснее охотиться на креветочек, чем гоняться за вами. Да и что вам делать на глубине 500 метров в тропических водах? Кстати, из-за почти полного отсутствия на такой глубине солнечного света, их глазки словно больны последней стадией катаракты. Вполне вероятно, они отдают свои последние жизненные силы после нереста, то бишь, оставив после себя потомство, они погибают. Самая старая пресноводная рыба. Вообще, средняя продолжительность жизни большеротого буффало составляет примерно 20 лет. Но переехавшие на ПМЖ в США старички этого вида доживали там и до 112 лет. Даже мало кто из черепах доживает до такого возраста. Ну, а тем, кто захочет отведать эту рыбку, придется отправиться в Гудзонов залив или же на реку Миссисипи. Но также можно попытать счастье в некоторых реках Канады. Но он очень придирчив к наживке рыбаков и не соизволит кушать какого-то червя или кусочек теста. А выловить его любимую пищу, планктон, довольно сложная задача, поэтому на него в буквальном смысле охотятся в США ночью благодаря луку и прожекторам с лодок. Но люди в последнее время перебарщивают с этим, поэтому сегодня многие группы этих рыб на 90% состоят из 80-летних старичков. Да, не у одних людей стареет население. Самая быстрая рыба. Быстрее летних каникул может пролетать только рыба-парусник, ведь ее скорость может достигать 109 км в час. Этот наглец летает настолько быстро, что после него вместо обычных волн образуются волновые завихрения. Даже рыбы-парусники могут гнать на полной скорости, а мы нет. И это отнюдь не самая маленькая рыбка, ведь взрослая особь может максимально весить каких-то 100 кг при длине 3,5 метров. Но кличка «парусник» дана этой рыбехе из-за громадного спинного плавника. Именно благодаря нему рыба может совершать резкие броски в сторону на такой скорости при охоте. И при всем этом он еще и очень вкусный. Если что, искать его нужно в теплых тропических водах. Но смотрите, не уколитесь о его здоровенный и острый нос, который скорее напоминает острый и длинный меч. И у вас будет много конкурентов, ведь люди со всего мира мечтают заполучить этот трофей любого рыбака.
самая страшная рыба в мире. Представьте, что вам выпала возможность побывать на глубине океана. И вот, всматриваясь в темные толщи воды на глубоководные пейзажи, к вам навстречу плывет это. Тьфу ты, черт возьми! Да, вы правильно угадали. Это морской черт. На данный момент самый страшный обитатель подводных глубин. Но почему природа обделила эту красотку привлекательностью? Во-первых, такой темный окрас и страшные глаза у нее из-за жизни на большой глубине. Тем временем острые и длинные зубы созданы для захвата добычи. А удочка с синим огоньком на передней части головы служит приманкой. Такое свечение появляется из-за специальных бактерий. Стоит удильщикам обеспечить им прилив крови, обогащенный кислородом, и они начинают светиться. Этот процесс милашка может контролировать. Кстати, ее гигантская пасть и эластичные стенки желудка способны растягиваться и позволяют охотнице заглотить жертву в разы больше себя. Может быть, будь у нее лучше развито зрение, она бы выбирала добычу поменьше, но ведь на такой глубине она фактически не может ничего разглядеть. И сейчас шла речь только про самок. Если длина их тела может достигать максимум 1,5 метра, то вот длина самца всего лишь 2 сантиметров, а самый малюсенький, как я упоминала выше, вообще может достигать в длину лишь 6,5 миллиметров. Найдя даму сердца, самец вгрызается в свою избранницу и закрепляется на ее теле. Теперь они с самкой, без всяких романтических соплей, одно целое. У самца исчезают органы, его кровеносная система полностью сливается с телом самки. Даже ест он за счет питательных веществ, которые ему заботливо поставляет возлюбленная. По факту он становится ее паразитом. Единственное, что остается на месте – семявырабатывающий придаток. Таких нахлебников на теле сильной и независимой рыбины может быть до 4 штук, и их единственная задача – качественно оплодотворить икру в период размножения. А икры глубоководные удильщики мечут дофига. Одна самка за раз выдает несколько миллионов икринок. Собственно, на этом ее материнские обязанности заканчиваются. Если их никто не сожрет, то через несколько лет они продолжат дело своей мамаши. А теперь самое приятное. Встретить эту прелесть можно много где, ведь она распространена во многих частях Мирового океана на глубине от 20 до 1000 метров. И да, если что, ее можно кушать. Заранее желаю приятного аппетита и благодарю за просмотр. До связи в следующих видео.